Это, похоже, пулемет. На дне таинственный кружок. Вроде как торчат винтовки. Столько лет прошло, причем вот переводчик нам показывает сразу, что это... Мы находимся на полях сегодня. Мы решили все дальше дальше от болота отходить временно. Теперь на сухих полях. Здесь тоже много сигналов. Больших и маленьких, много осколков. В данном случае противотанковая мина, скорее всего. Похоже на это. Либо целая, либо ее часть. Опа. Вот она в идеальном состоянии. Она прекрасна. Уже обезоруженная. Без детонатора, без взрывателя. Ну да. Прямо на поверхности поля, Торчит, можно сказать. пока травка еще не выросла, можно увидеть, торчат винтовки. Столько лет прошло, причем вот переводчик нам показывает сразу, что это автоматическое оружие. Здесь он на глубину уходит, Ну, судя по всему, да. но она не целая. Неизвестно. Половина винтовки будет. Ух, А это что что? это с ней? Это шомпол. Со странной стороны он находится. Она, Ох, видимо, загнута. ох, и беда какая произошла. Антуражный макет. Походу, целая все-таки. Целая, Но погнута. Очень сильно. А, это газоотвод. Был. Причем она даже не в одной плоскости погнута. У меня сначала так, потом так, обратно. Екатерина, принесите, пожалуйста, пластиковую щетку из буксировщика. Какая-то огромная железяка. Чтобы это такое было. Прижимается, смотри, Ага. что-то. Или крепление. Что-то. Ну, явно какой-то столешница. Оказывается, это машинка для заряжания. Сразу мы не признали. Потом, немножко почистив, осознали, что это машина для заряжания лент пулемета МГ. Вот Только сюда без воронки. Да, вот. Они выходят, а вот сюда лента вставляется, по-моему. Или наоборот, лента сюда. Вот сюда такой приемничек, по идее, а сюда рукоятку, которую крутишь, как шарманку. Чик-чик-чик-чик-чик. Надо будет попробовать сделать. Мы, кстати, находили с тобой пару раз Да, кожух и думали, что он от авиации. А на самом деле это для нее кожух для снаряжения боеприпасов. такая уже обожженная, немножечко прокаленная мина. Она еще какая-то деформированная немного. Видишь, тут горела трава, могло дотонуть. Очень опасная находка. Мне кажется, она не целая. Только верхняя крышка. Посмотрим. А нет, смотри-ка. Ну, что-то с ней, то ли она горела. Ну, пустая такое смотри. ощущение.
Ну да. Это алюминий так? Я вот не знаю, как так получается, но вот алюминий. То есть вот это вот алюминий. Расслоился, что ли? Похоже. Ну видишь, сколько раз тут горел этот шторф, он горел, скорее всего. Ну да, да. Ну, красиво. Это похоже пулемет. Нет, это не пулемет. Патрон. Точно. Жалко сломанный. Да, стреляно. Угу. Ну это точно был он. Что вот зацеп этот взвода. Ну да, ребята, фаст-патрон. Я первый раз тут встречаю. Даже не слышу, чтобы они здесь применялись. Видимо, раздавило какой-то техникой. Какие-то запаханные ячейки или блиндажи. Вон Катя взяла и разбила стаканчик немецкий. Да, обидно. Ну что делать? Опыт. С опытом все приходит. Целый был стаканчик. Целый был стаканчик. Красивый. Угу. Бакелитовый. Немецкая зубная щетка. Да, правда щетка. Она. Ну, красивая. У меня как раз там есть водичка. Ох, гарантия там. Пожизненная. Написано гарантии. Что-то они гарантировали. Явно не немцам. Вот, ребята, редчайший советский штык-нож. Блокадник, так называемый. На винтовку Мосина. Вполне ничего. Ну, копаю какую-то помойку или ячейку. Красоту ли, смотри, какая попалась. Оп. Какая-то баночка маленькая. Интересно. Что-то типа магии немецкого. Немецкая лопата. Давно я таких не видел уже. В последнее время копаем только советские позиции. Сегодня попалась даже немецкая лопатка. В отличном состоянии. Сначала нашел тюбик и пошла какая-то бытовуха. Зубная щетка. Почти такая же, как нашли по соседству. Это что у нас, карандаш, что ли, был? Да, действительно. И части лент от МГ. Интересно, надо проверять тут все глобально. Тоже гарантии будет фирмы, нет? Но форма немножечко другая. Копаю, копаю. И вот такой пузыречек выпал. Прямо в руки почти. С надписями. Какая-то резиновая заглушка была. Не знаю, что тут было. Какие-то капли. Но бутылка хороша. Видимо, капли какие-то для носа. Бедный Ганс боялся простудиться. Кстати, сейчас из носа у всех течет весна. Еще ветер такой тут задувает. Знакомая всем поисковикам знаменитая хлорница-лазантиница, споры которых
не перестают утихать. Выскочил вот такой мундштук. Точнее, трубка, наверное. Вокруг все копают блиндажи, поэтому разговоры про стойки. Ну вот такой. Наверное, трубка была. Да, трубка. Так, на дне таинственный кружок. Вроде как латунь. Ох, это какое-то зеркало было классное. О. Надеюсь, не я его подшатал. Какое сегодня разочарование. Видимо, это наказание мне. Немецкая ложка и вилка железная. Почему не алюминиевая? Какая-то медная конструкция. О, смотри, большая. Ой, тарелочка. Неужели это тарелка? Хотя, может быть, это, знаешь, от снаряда это кольцо ходит. Да, может быть. Они медные были вообще? Слушай, я не помню. Не очень похоже. Потому что дальше нет, идет, походу, тарелка. Медная. Глаза надо не подпускать к ней. Лежит на деревяшке. Так, посмотрим, что там за тарелка. Газаю, смотри, возбудился, бежит. Ух, 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 это не тарелка. Это что? Крышка. Подожди, это крышка от бака. У них есть такие, помнишь, полностью медные. А ты как он на медь сразу прибежал. Да, крышка от скороварки. О, смотри, а здесь стекло это армированное. Ух, сколько латуни. Это есть полностью бидон, да, медный. И где же он сейчас? Отдали сержантам. На Виолике. Чуть воду загнали. Климо? Климо? Копалось, помню. Думаешь, клеймо? Но букву С я уже нашел. Вот видишь, буква С. Сейчас еще чуть-чуть поищем, высматриваем. Полирнуть будет как золотая. Ребята, мы нашли люгер. Целый люгер. Только осталось недостающая часть. А так почти все детали в сборе, смотрите. Ну, состояние. Даже кое-где воронение есть. Может, он что-то верховой. Наконец-то стволы пошли. Жаль, что только сменные. Ну да, Максим. Пулемет Максим, ребята. Все, мы никак его не соберем. Блин. Целиком не находим. Когда что случится-то, блин? Целиком найти. Не, нам нужно в болоте. Пока нам только всяческие
заманухи от него. Демо-версии, пробники. Ствол от Максима. В данном случае, скорее всего, какой-то снаряд, запаханный еще в те времена, судя по сигналу. Но нас это не останавливает. Интерес движет нами. А что глубина уже больше, чем по колено. Минометка без хвоста, но с носом. Аккуратненько. Да. 120-я советская минометная мина. Фу. Без хвостика. Такая красота. Опасная. Где-то, наверное, сантиметров 60 глубиной. Где-то так она лежала. Еще один ствол. Еще один ствол, но на этот раз уже немецкий, походу. Ствол к пулемету МГ. Оп. Оп. Да. Вот такой стволишка. Сами МГ пока не попадаются. Опять фляжка или котелок, или крышка, или манерка. Или вообще кусок алюминия. Или кусок алюминия. Сейчас мы сейчас покопнем вот здесь. Просто. Потому что я уже его... Видишь? О, промахнулся. О. Уже проверял. Там скажешь, что это антуражное попадание. О. Скажешь, что это антуражное попадание. Просто. Думаешь? Лопатой, как обычно, можно доработать. О! Лопатой. А? Котел, наверное. Сейчас ножом попал. О. Фляжка, наверное. Уже, видишь, побитая. Уже битая. Покопай. Все понятно. О, что это такое? Мини. Мини, да. Упрощенная. Естественно. А, выкинул. А выкидывай. Что за клеймо? Какие-то там братья. GVC. 41 год. Да. 12 тут такие будут. Похоже. Мини. Прием цветных металлов компактнее уже. Нет, почему можно это самое? Пожарный или нет? Да нет, смотри, она хорошая. Выпрямить? В принципе, она Ну да, конечно. только её чем-то попало в нее, наверное, да? А? Нормально. Всем подряд попало. Главное, плугом. Надоело. Прикиньте, ребята, какая огромная штукенция. Это 75 миллиметров, пак 40. Довольно-таки нечастый экспонат в сборе. Еще контейнеры от них мы уже находили тут. И вот целый снаряд в сборе. Обычно снарядики находятся. Вот он посюда. Здесь идет поясок ведущий, и снаряд где-то вот посюда. И какая длиннющая гильза. Смотрите. Оп. Красивейший экспонат, кстати, в неплохом состоянии. А вот, ребята, и в тубусах уже откопались
Походу там ящики какие-то. Единственное, что с ними беда. Даже открывать не хочется, потому что тубусы смятые. Тут уже их оттуда не достанешь. Вот такие закрывашечки здесь. И вот в таких тубусах рифленых они находились. Видимо, они тут все подавлены техникой или пахали тут, можно сказать. Такая красота. Все-таки мы решили достать их из тубуса, чтобы показать. Что они все разные. Они стальной крашеный, получается. Угу. Смотри, желтая. Курица. Да. Вот такая красота. Вся мятая, перемятая. Катя нарыла какую-то кожу. Да. Да, это от лопатки. Чехол. Многослойно. Дермантиновая, не кожаная. Точно. Для немецкой лопатки. О, да, стандарт. Где-то пряга там должна быть, Екатерина. Да, сейчас найду. Это все запчасти. Вот коробка неизвестных магазинов. Даже не знаю к чему. Может быть, какая-нибудь заряжалка для штурмгевера. Честно говоря, не знаю. Газа, у тебя есть мысли? Но по длине на СТГшный патрон. На 72-33. Может быть, не знаю, там. Быстро, знаешь, типа как обойма на маузер. Быстро раз в вражок. В магазин. Сейчас скажут там, наверное. Она не вытаскивается внутрь? Да там такое все ржавое, что. Может, и вытаскивается. Какие-то планки, знаешь, с патронами. Вытаскиваешь раз сразу в магазин. Сложно сказать.